Привет, я Саша Капуста, это канал Твой шрифтовый фетиш, серия видео по созданию вариативного шрифта FontLab. В этом уроке мы с вами разберем автотрейс буквы S и различные подсказки Font Audit, которые позволяют нам убрать ошибочные какие-то узлы, либо просто обратить внимание на ошибки. Для того, чтобы сделать трассировку на этой букве, нам нужно ее добавить на непосредственно слой с буквами. Поэтому я выбрал образец из журнальной рублины, вставил его на слой Bold, и теперь нам нужно в контекстном меню мыши выбрать пункт Image Autotrace. Если появляется такое окошко, и здесь я могу настроить саму, скажем так, трассировку. Если я уберу все настройки в ноль, то картинка у нас будет достаточно грязно выглядеть, но тем не менее. Вот эти настройки позволяют нам сделать что? Ну, во-первых, добавить точки, узлы на экстремы, поэтому мы оставляем этот пункт. А второй, как видите, позволяет нам упростить постскрипт кривые, скажем так, убирая лишние всякие надломы и так далее. То есть, если сравните с выключенной настройкой, вы увидите, как много здесь у нас нам появится лишних узлов. Если я выбираю этот пункт, то их становится гораздо меньше. Дальше я могу выбрать, что делать с той картинкой, которую мы получили, которую брали точнее изначально, вот эту PNG картинку. Мы можем ее отправить в маску, обычно я выбираю этот вариант. Можно ее полностью удалить, можно сохранить ее здесь. Здесь она не нужна, поэтому убираем в маску. Вот, а теперь немножко настроим вот этот пункт. И в принципе ориентировочно придерживайтесь приложения везде по единичке. Это дает нам вот такой вот более-менее гладкий контур, этого нам будет достаточно. Поэтому я жму ОК, и вот так выглядит наша буква. Нажму пробел, вот она в принципе неплохо выглядит. Можно рядом поставить букву, например, О, и, например, какие у нас еще буквы там есть, ну, допустим, букву А. Почему бы и нет? Ну, еще можно H, чтобы видеть толщину круглых контуров и квадратных контуров с их перемычками. Переключаемся на контур Tool, вот так выглядит наша буква, и теперь уже с ней можно поработать. Как видите, у нас наш рисунок основной референса ушел в маску, поэтому в целом он нам сильно не мешает, помогает примерно видеть, как это выглядит. Вот. Но у нас образовалось огромное количество мусорных элементов, которые портят нашу картину и мешают. В общем, для того, чтобы их удалить, нужно их, соответственно, выделить и вот так удалить. Но когда вы их выделяете, вы можете случайно удалить части букв соседних, если вы, как вы сейчас видите, я поставил рядом, я их тоже выделяю. Либо они просто могут, скажем так, их быть огромное количество, в общем, это неудобно. Поэтому самый простой вариант нам сохранить один контур, остальные удалить, выделив основной контур зажатым Ctrl. Я зажимаю Ctrl, кликаю рядом с вот этим контуром, и только он у меня выделился красным цветом. И задача теперь сделать так, чтобы мы смогли инвертировать это выделение. Поэтому что я могу сделать? Я могу выбрать Edit и сделать инвертирование выбора. Либо нажать Ctrl-Shift-I. Ctrl-Shift-I. Теперь у меня выделилось все абсолютно, кроме основного контура. Нажимаю Delete, все у меня удаляется, остается только одна буква S и ничего лишнего. Теперь мы посмотрим на наш контур, который у нас получился. Если у нас включен Font Audit, вот здесь, то нам подсказывает, какие основные проблемы мы видим. Ну, во-первых, вот здесь у нас перегибы идут, поэтому здесь рекомендуется добавить по одному узлу. Вот здесь, если мы включим настройку кривизны, точнее отображение кривизны, мы увидим, что у нас вот такой резкий переход, резкий надлом какой-то происходит. Поэтому такие вещи нужно исправлять. А что еще мы здесь видим? Вот это он нам предлагает немножко ее сместить. Я могу вот нажать сместить. Вот тут вот тоже не очень хорошо, поэтому здесь можно использовать Genius точки. Дальше, что у нас тут есть? Это, в принципе, лишняя точка, ее можно удалить. В общем, таким образом нам нужно полностью почистить этот контур. Вот. Можно делать это сразу для всех контуров, поэтому я выбираю исправить не только здесь, не только в этом узле, а во всех таких узлах. Жму Fix All, и вот у меня что-то поменялось. Но вместе с этим у меня добавились какие-то новые точки, которые сам же FontLab предлагает, наверное, и удалить после того, как добавил. Так. Здесь он мне просто предлагает ее сделать гладкой. Здесь он мне добавил точки, но из-за этого у нас здесь произошел перегиб, поэтому нужно нам здесь немножко все подвинуть. Теперь это
подвинуть. В общем, это такой бесконечный процесс ремонта буквы в автоматическом режиме, поэтому здесь, конечно, нужно сделать акцент на нескольких таких моментах. Первое – это то, что фонд аудит, иногда исправляя какую-то ошибку, вот, допустим, вот это, может добавить несколько других ошибок. Потом вы будете исправлять те ошибки, это добавит еще какие-то ошибки. Вот. Иногда FontLab, точнее фонд аудит, не может в принципе исправить ошибку. Он начинает ее двигать туда-сюда, и узел какой-нибудь, но ошибка не исправляется. Поэтому в таких случаях мы просто делаем это вручную. Вот. Ну и самый важный момент, об этом я уже говорил, если вдруг вот мы видим вот это пересечение, здесь FontLab нам предлагает добавить точку, я случайно нажму Ignore, теперь все, я эту ошибку больше не увижу. Не только здесь, я ее не увижу вообще больше никогда в других даже шрифтах, потому что в настройках программы автоматически такое решение отключает эту настройку. Поэтому как бы ошибка есть, мы просто не видим указания на нее и можем подумать, что все хорошо. Поэтому всегда проверяйте, что у вас настроено в настройках. Так, Preferences, фонд аудит где-то у нас здесь. Вот, и нужно добавить точки. Например, удаление точки, перегибы, короткие сегменты. Вот это, в принципе, не обязательно. Открытый контур тоже не пользуюсь. Пустые линии. Ими не пользуюсь, потому что я делаю двойные дублированные узлы друг на друге. Это мы тоже с вами разбирали. Поэтому пока примерно так оставим. Вот у нас снова появилась эта ошибка. Жму Fix. Что-то здесь он там попытался исправить. Вот. В общем, так вот мы доводим эту букву до идеала. После того, как мы закончили чистить нашу букву S, мы можем немножко подредактировать положение ее среза. Допустим, я бы хотел сделать его чуть более сильным, чуть более слабым. Мы это уже с вами делали в букве C, поэтому я выделяю две диагонали. Через контекстное меню мыши я их делаю, ну, скажем так, разрываю их, у меня добавляется фильтр. Здесь почему-то не сработало, ничего страшного. Так, все, теперь я могу немножко поиграть с этим контуром, сделать его немножко, допустим, уравнять как-то. Ну, в общем, подстроить так, как мне это нужно. Вот, а еще мы с вами помним, что мы букву в начертании Bold делали чуть более жирной по сравнению с нашим образцом. Поэтому, если мы посмотрим вот сюда, мы увидим, что вот эта буква S, она значительно смотрится легче, чем все остальные буквы. Поэтому нам нужно ее увеличить. Вот у нас рядом стоит буква H и буква O. Теперь я могу подогнать размеры вот этой буквы S под характеристики других букв, чтобы они нормально смотрелись. То есть в целом здесь можно с зажатым C немножко поработать и вот так вот поуменьшать наши контуры. Здесь у нас будет немножко больше. Здесь 165, здесь будет 155, даже чуть поменьше будет. Вот здесь я тоже сделаю 150, но теперь у нас вот так вот плохо выглядит вот эта диагональ. Ее нужно тоже утолщить. И она, как правило, в букве S самая толстая всегда, то есть нельзя вот так оставлять. Поэтому мы выделяем ее и зажатым C начинаем вот так немножко двигать, чтобы добавить ей толщины, хотя бы, чтобы она была около 150, чтобы общая масса у них выглядела, ну, примерно вот так. Теперь нам нужно вот здесь немножко поработать, где-то здесь можем воспользоваться балансировкой, чтобы чуть получше сделать. Здесь я сделаю чуть поменьше. В общем, это уже такая работа долгая, скучная и так далее. Мы сейчас не будем тратить на это время. Главное, что у нас есть основная динамика формы этой буквы у нас передалась через этот образец, а дальше мы его уже подгоняем, чтобы он хорошо смотрелся со всеми остальными буквами. В общем, после того, как я это все закончу, я просто точно так же жму сюда, либо на экшены и делаю плоский контур из этого, и в принципе все, можно переходить к следующей букве. Ну и разумеется в Light, кстати, мы делаем все то же самое, образцы в данном случае у нас отсутствуют, поэтому мы, ну да, в Light придется это все, хотя в принципе сейчас я посмотрю, может быть даже у меня есть здесь образцы. Да, в Light у нас есть вот такая буква S, поэтому мы точно так же ее просто вырезаем, вставляем в маску, делаем автотрейс, растягиваю ее
Здесь, конечно, у него характер немножко другой, но основная идея понятна. Делаю автотрейс. В принципе, все хорошо. Лишнее удаляю. Ctrl-Shift-I, выделить, удалить. Все, теперь маску можно убрать и немножко подредактировать. Здесь даже нам особо двигать ничего не нужно, потому что здесь 70, а здесь 67, 61, в целом нормально. Ну, то есть, вот так достаточно просто и быстро можно с автотрейсом создать полноценную букву. Поэтому в следующем уроке мы перейдем к букве R. Она у нас, в принципе, получается единственная осталась. Мы воспользуемся дельта-фильтрами, которые помогут нам из одной буквы собрать огромное количество других. Вот, а пока это я, предположим, закончил, нажимаю на зеленый флаг и сохраняю проект, продолжаем работать дальше. Если по ходу этого урока у вас возникли вопросы, то задавайте их в комментариях на русском или английском языках. Этот курс залит сразу на несколько видеоплатформ, а значит я могу их не увидеть. Поэтому подписывайтесь на канал в Телеграме и задавайте вопросы в чате «Делаем буквы». Все дополнительные материалы будут выложены на сайте «Твой шрифтовой фетиш». Там же вы сможете найти шрифты Rayер и Zasker, которые я упоминал в курсе. А еще делайте скриншоты вашего шрифта, хвастайтесь в соцсетях и отмечайте «Твой шрифтовой фетиш» в публикациях с этим хэштегом. Мне и вашим шрифтовым коллегам будет интересно посмотреть на ваши успехи в ходе этого курса. Если видео оказалось для вас полезным, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и увидимся в следующих уроках.